Летом у уличного пса было не так много забот, поэтому это время года он искренне любил. Всю осень ему приходилось искать для себя укрытие, куда бы ни проникал дождь и ветер, а зимой заботиться о том, чтобы просто не замерзнуть на улице, ведь температура в Сибири опускается до порой пугающих показателей. Холода были испытанием не только для собаки. Пес часто приходил просить еду к одному и тому же магазину. Летом люди выходили из него веселые, они смеялись, угощали его хлебом, случалось, даже гладили. Зимой все были серьезными, спешили, пса у себя под ногами люди просто не замечали. Этот день не задался уже с утра, крупная собака прогнала от мусорки, а люди не замечали пса, поэтому он все еще оставался очень голодным. Пес дружелюбно махал хвостом, старался заглянуть в глаза прохожим, но те проходили мимо, так и не угостив его даже хлебом. Пес понял, что ему суждено остаться голодным, чтобы вдобавок не намокнуть под дождем, который стал усиливаться, животное залезло под лавку. Через несколько минут на лавку сел парень, его отличала аккуратная стрижка и пальто, выглядевшие очень дорогим. Парень разговаривал по телефону, иногда даже начинал кричать на невидимого собеседника. Пес решил, что ему нужно найти другое место, он хорошо знал, что люди боятся обижать друг друга, зато охотно вымещают свой гнев на нем. Пес начал аккуратно вылезать из своего укрытия, но человек его заметил. Парень выглядел грустным, казалось, он готов заплакать. Пес понял, что от этого человека не стоит ждать зла, поэтому не стал бежать, а начал ластиться к человеку. Парень погладил собаку, а затем направился к своему авто. Пес так и остался сидеть, наполовину высунувшись из-под лавки. Отойдя на пару метров, человек остановился и оглянулся. Он пристально посмотрел на пса. Собака сидела в салоне машины и с удивлением озиралась по сторонам. Пес никогда раньше не ездил в машине, поэтому старался даже не шевелиться, чтобы ненароком ничего не сломать. Пес еще не знал, что его жизнь на улице окончена, теперь ему не нужно искать, где спрятаться от дождя и добывать себе еду на помойках.